Что касаемо схемы. В принципе, тут ничего необычного, ничего сложного нет. Обычная классическая схема. Начнем с 10 DC преобразователя. Я решил выбрать на Max 1771, потому что это достаточно надежная микросхема, и ее плюс, она без проблем будет работать от 3 вольт. В будущем можно будет сделать часы на внешнем аккумуляторе, то есть без проблем питать там от 3,7 вольт, по-моему, ну, чтобы понизить нормальной ЛДОшкой для микроконтроллера, потому что микроконтроллер питается 3 вольт. Дроссель обычный, в принципе, особо мощного дросселя не требуется, так как потребление часов просто ничтожное. Высоковольтный транзистор, несмотря на то, что на выходе 170 вольт, транзистор лучше брать от 300 вольт, так как все-таки эти импульсы, они намного выше 170 вольт. На обратную связь 3 резистора в параллель, здесь они у меня 12,06, в принципе, я запаял временно 0 Ом, один резистор, то есть у меня Current Sense не работает. Далее ЛДО преобразователь, классическая, всеми любимая АМС 1117 на 3,3 вольта. Питаются часы от 5 вольт, USB, микро-USB в данном случае, самое универсальное поставил. Транзисторы, опять же, классическая схема динамической индикации. 2 NPN и PNP транзисторы высоковольтных подают высокое напряжение на анод, по-моему, анод, если не ошибаюсь, и уже цифры каждого индикатора соединены вместе, и уже одним NPN транзистором просаживаются катоды на землю, и тем самым цифры загораются. То есть схема динамической индикации. Неонка одна, то есть на нее завели секундочку. Так, разъем для программирования. Это я думал добавить DS18B20 датчик температуры, но подумали, что и гироскопа будет достаточно. Схема микроконтроллера, обвязки, тут в принципе нечего добавить. Кнопки для настройки времени и включения режима уровня мера, подтяжка каждой кнопки к плюсу, 3 вольт. И кондером на землю это сделан своего рода аппаратный антидребезг. Тут 0,1, но на самом деле лучше ставить побольше. Там, по-моему, я 1 микрофарад запаял везде. Обвязка STM-ки, то есть слева кондеры по питанию, справа у нас разъем для кнопки, батарейки для часов. Бут, подтяжка на землю, это стандартная схема. Кварц на тактирование микроконтроллера и кварц на тактирование часов. И самая изюминка всей этой схемы, просто из-за которой они, собственно, и создавались. Это бесполезная хрень, но все равно это прикольно. Это вот этот гироскоп. Акселерометр гироскоп в одном корпусе. LSM6DS3. То есть тут ничего необычного, заведен он на I2C шину. В принципе, вот так выглядит разводка платы. Можно посмотреть отдельно слои одного слоя. Точнее, проводники одного слоя, второго слоя. Я не стал полигонами земли заливать, как я делаю это обычно, так как все-таки высокое напряжение, 170 вольт, 180, и можно было бы задать в правилах, чтобы больший зазор был между землей и 170 вольтами. Опять же, это каждый проводник, который идет до транзистора, после катодов, проще было не заливать полигоном, да и опять же, здесь это не так важно. Питание, как я уже сказал в схеме, от микро-USB. И что говорить о часах? Давайте перейдем к их основному функционалу. Это гироскоп. Вывели мы две оси, Y и X, или Z и X, да какая разница. Вообще опасно работать с этими часами без корпуса, потому что на плате все-таки гуляет около 200 вольт. Поэтому давайте сразу с нормальным корпусом. Корпус печатался на 3D принтере, потом я его загрунтовал и покрасил краской типа под военку. Да, под винты было бы неплохо сделать зенковку, но это попозже. Во всяком случае, это первый корпус, первый экспериментальный. Вернемся к гироскопу. Один режим гироскопа измеряет угол относительно поперечной оси этих часов. Наверное, сейчас слишком сложные слова говорю. Второй режим относительно продольной оси. На видео это выглядит как-то так. Стол, конечно же, у меня стоит дома криво, либо дом кривой, да кого этим сейчас удивить. И нажав 3-й раз на кнопку, то есть 1 раз показывает угол поперечной оси, 2-й раз нажимаем на кнопку, показывает угол продольной оси,
И третий раз возвращается к режиму показа времени. Благодаря этим часам вы сможете повесить полку, на которых они будут стоять строго по уровню. Нет или не круто? Что касаемо токопотребления. Мой блок питания, мой говёный блок питания, он просто не может учуять это потребление. Но я знаю, многим действительно интересно реальное токопотребление часов в режиме демонстрации времени. Поэтому я после праздников новогодних измерю на работе нормальным поверенным мультиметром и напишу в описании. Часы, я считаю, эта версия доделана. Кит-наборов не будет, будут отдельно платы, отдельно индикаторы продаваться, можно будет купить. Делаем только проверенные платы, я их сам паяю, проверяю. И уже смонтированная прошитая плата. Можно индикаторы отдельно, могу индикаторы запаять, могу без индикаторов, вообще это как кому удобно. По поводу цен и как приобрести, если кого-то заинтересовало, лучше писать на почту. Я считаю, данная версия закончена. Следующая версия, если эти часы будут продаваться, будут расти просмотры под этим видео, я сделаю следующую версию, так как уже есть просьбы. Они будут работать от аккумулятора, и в них будет будильник. И также параллельно будильнику можно сделать, будет возможность воспроизведения музыки с microSD карты. Если будет делаться будильник, скорее всего, проще будет мелодию воспроизводить с SD-карты, microSD, и там уже элементарно добавить возможность воспроизведения музыки по стоянку. Но это пока так, только идеи. Посмотрю, как будут расходиться эти часы. Ну а для особо отмороженных, отбитых наглухо людей мы сделаем устройство, где будет только гироскоп. Никаких часов, никакого времени. Зачем счастливым людям знать вообще время? Они всегда и везде вовремя. Во всяком случае, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.